Приветствую всех, с вами Валентина Лыкина. В этом видео я покажу, как связать вот такие корзинки. Они достаточно плотные и хорошо держат форму. Для того, чтобы их связать, я использовала, как обычно, полиэфирный шнур карамель. Толщина ниточки 5 миллиметров. И джутовую пряжу халва XL. Это канат 8-миллиметровый. Характеристика данной пряжи сейчас на вашем экране. Заказать эти материалы вы можете на сайте производителя пряжа Центр. И для того, чтобы получить 10% скидку, необходимо ввести промокод, который сейчас на вашем экране. Для вязания из шнура карамель потребуется крючок номер 5. Вы можете использовать и другую пряжу, например, полностью джутовую, либо вместо шнура карамель применить трикотажную пряжу. В данном видео я расскажу о расходах на разные размеры, исключительно с применением шнура карамель и халвы. Поговорим более детально о расходе материалов на разные размеры корзин. Первая, самая миниатюрная корзинка, стаканчик следующих размеров. Диаметр донышка 10 сантиметров, высота 12 сантиметров. И на такой стаканчик у меня ушло 90 грамм шнура карамель и 174 сантиметра каната. При этом в донышке я провязала 5 рядов плюс обвязка, и расход пряжи составил 29 грамм. В высоту я выполнила 6 рядов плюс обвязка. Следующая корзинка чуть-чуть побольше. Диаметр донышка здесь уже 15 сантиметров и высота корзины 10 сантиметров. На нее у меня ушло 150 грамм шнура карамель и 230 сантиметров каната. При этом в донышке я провязала 8 рядов плюс обвязка, и у меня ушло на донышко 66 грамм. В высоту я провязала 5 рядов плюс обвязка. И самая последняя корзинка, она самая большая. Диаметр донышка 20 сантиметров и высота также 10 сантиметров, как и у средней корзины. При этом у меня на такую корзинку ушло 200 грамм шнура карамель и 290 сантиметров каната. В донышке я провязала 10 рядов плюс обвязка, и расход пряжи составил 100 грамм. В высоту я провязала 5 рядов плюс обвязка. На такие корзины вы можете использовать не только джутовый канат, можно применить и капроновый, тоньше, например, 6-миллиметровый, или более толстый, например, 10-миллиметровый. Все на ваш полет фантазии. Всем отличного вязания, и мы начинаем. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте подставку для пряжи. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Ссылка на мастер-класс по изготовлению такой подставки для пряжи ждет вас в описании под этим видео. Приступим к вязанию. Для начала необходимо подготовить основу для будущей корзинки. Это донышко. Оно может быть полностью вязаное, как в моем случае, либо с использованием деревянной основы с выполненной обвязкой, либо полностью из джута. Все необходимые для этого мастер-классы вы найдете в соответствующем плейлисте, для того, чтобы самостоятельно подготовить основу будущей корзинки. После необходимо выполнить ВТО, если это полностью вязаное донышко, для того, чтобы расправить все петли и выровнять основу. После мы переходим на формирование стенок. Так как из джута, когда мы вяжем основу, мы не используем вспомогательную нить, то в данном мастер-классе я покажу, как вязать стенки, где у нас будет вспомогательная ниточка. И второй вариант — это когда она у нас отсутствует.
Предлагаю сразу подготовить нужное количество вот таких колец из каната для того, чтобы в дальнейшем не отнимать на это время. Можете просто замерить окружность по краю в той области, где выполнялась обвязка, для того, чтобы определить, какая длина каната нужна в данном случае. Либо просто прикладываем канат вот таким образом по краю и определяем, сколько же здесь каната требуется. Затем мы отрезаем нужное количество и замеряем вот эту длину. Нарезаем то количество, которое вам необходимо для вашей корзинки порядно. Затем мы раскручиваем канат. Он состоит из 3 ниточек. Проклеиваем с 2 сторон. Здесь я уже заклеила. И затем на кончик здесь наносим клей и склеиваем между собой. Приступаем к формированию стенок будущей корзинки. Находим ту точку, где у нас располагается рабочая нить. В основании петля. Мы перемещаемся в предыдущую. В ее центр вводим крючок с захватом одной нити. И когда мы переворачиваем, здесь у нас располагается еще одна ниточка. Это дужка, задняя стенка от столбика. Таким образом мы захватили 2 нити. И на протяжении всего этого ряда нам необходимо будет захватывать вот эти 2 ниточки. Далее, что я хочу сказать, это у нас крючок должен располагаться между рабочей нитью и вспомогательной, в том случае, если она у вас присутствует. Захватываем рабочую нить и выводим первую петлю. Она не должна у вас быть перекручена, должна лежать ровно для того, чтобы все столбики были четкие и аккуратные. Вкладываем канат между этой петлей и рабочей нитью. Поднимаем эту петлю наверх, захватываем рабочую нить и провязываем подъемный столбик. Далее, для того, чтобы рабочая ниточка была поверх каната, а не под ним, нам необходимо вывести эту нить на лицевую сторону вот таким образом и обвернуть канат. Далее мы находим следующую точку, где должны формировать такой же столбик. Вот она, следующая петля, в ее центр ввожу крючок с захватом одной нити и дополнительно подхватываю дужку. Это задняя стенка от столбика. Таким образом, у меня сейчас на крючке 2 нити. Укладываю здесь канат, захватываю рабочую нить, поднимаю вытянутую петлю наверх к рабочей петле на крючке, захватываю рабочую нить и провязываю столбик. Вот таким образом у нас оказалась рабочая ниточка поверх каната, а не под ним, как было изначально. Перемещаюсь далее и формирую такой же столбик. Ввожу крючок за 2 нити, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее, обязательно проверяю, чтобы ниточка не была перекрученная. Эту петлю тяну к рабочей петле на крючке, захватываю рабочую нить и провязываю очередной столбик. Так мы формируем столбики без накида до конца этого ряда. Ряд закрывается по такому же принципу, как и в донышке. Для начала я покажу, как закрыть ряд с помощью вспомогательной нити, а в дальнейшем как без ее участия. Я на последнем столбике закрываю этот ряд, ввожу крючок в основание, захватываю рабочую нить и вытягиваю. На крючке сейчас рабочая петля и вытянутая. Я отпускаю рабочую нить и перехожу на вспомогательную. Захватываю эту ниточку и протягиваю через все петли на крючке, полностью вытягивая эту нить. Далее нам необходимо проложить вот такую петлю между последним и первым столбиком. Для этого я нахожу первый столбик и второй. Между ними с изнанки на лицо ввожу крючок под верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек. Вот так это должно выглядеть. Захватываю вспомогательную нить, протягиваю полностью, и теперь необходимо вернуть
эту ниточку в ту точку, откуда она вышла. С изнанки ввожу крючок под дужку, это задняя стенка от столбика, и в центр петли, откуда вышла вспомогательная нить. Вот так у вас должно все здесь получиться. 2 ниточки на крючке. Я захватываю вспомогательную нить и полностью ее протягиваю. Подтягиваю все петли, и вот так закрывается ряд с помощью вспомогательной нити. В том случае, если у вас нет вспомогательной нити, мы закрываем ряд следующим образом. Довязав до конца, сформировав последний столбик, мы вытягиваем рабочую петлю на крючке, вынимаем его и вводим между первым и вторым столбиком за верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек. Подхватываем вытянутую петлю и полностью ее протягиваем. Далее делаем следующее. Нам необходимо через эту петлю протянуть всю нашу корзинку. Вот так. Здесь у меня располагается еще вспомогательная нить. Сейчас я ее убираю. Вот такая картина должна быть. Далее, когда я тяну за рабочую нить, эта петелька затягивается. И остается лишь здесь все подтянуть до того размера, как и все остальные петли. Вяжем второй ряд. Здесь точно так же, как и при закрытии ряда, я покажу 2 варианта подъемного столбика. В том случае, если у вас первый ряд закрывался с помощью вспомогательной нити, вот она вспомогательная, и здесь у меня располагается рабочая. Этот столбик, точка, где закрывался предыдущий ряд. Мы вводим крючок под верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек, таким образом, чтобы крючок располагался перед этим столбиком. Далее захватываем рабочую нить и вытягиваем, получив рабочую петлю. В том случае, если вы закрывали ряд без использования вспомогательной нити, находим точку, где было завершение ряда. Вот она. Здесь у меня проходит рабочая нить, а вот тут петелька. Я смотрю, вот она, эта петля, где формировала закрытие ряда. Я в следующую ввожу крючок. Можно в предыдущую, в ту точку, где было само формирование и протяжки закрытия ряда. Разницы большой нет. Выбирайте те точки, которые вам удобнее. Я переключаюсь, напомню, что предыдущую, захватываю рабочую нить, протягиваю, и вот я получила первую петлю. Как только вы получили рабочую петлю на крючке удобным для вас способом, мы продолжаем вязать второй ряд и ввязывать канат. Вкладываем его между полученной петлей и рабочей нитью. Захватываем рабочую нить и провязываем подъемный столбик. Теперь нам необходимо переместить рабочую нить из-под каната наверх. Для этого мы перемещаем эту ниточку на лицевую сторону и обворачиваем ею канат. Далее мы формируем столбики без накида за вот эту верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек. От точки, где сейчас сформировали подъемный столбик, перемещаемся под следующую петлю между столбиками, захватываем ее, петлю, состоящую из 2 ниточек, захватываем рабочую ниточку, вытягиваем полученную петлю наверх каната. Высота этой петли должна быть на уровне рабочей петли на крючке. Захватываем рабочую нить и формируем столбик. Так ниточка оказалась наверху, и мы продолжаем вязать столбики без накида. Перемещаясь в следующую точку, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее на высоту рабочей петли на крючке и формирую очередной столбик. Так мы вяжем на протяжении всего этого ряда. Закрываем ряд тем способом, который вы выбрали, который вам подходит из 2 этих вариантов. Делаем подъемный столбик и формируем все последующие ряды аналогичным способом до нужной высоты вашей корзинки.
Когда корзинка будет готова в высоту, необходимо выполнить обвязку, придав корзине завершенный вид. Об этом у меня на канале есть уже целый плейлист. Выбирайте понравившийся вам способ. В данном случае я выполнила обвязку из соединительных столбиков. На этом мой мастер-класс завершен. Я надеюсь, он вам понравился. Оцените данное видео, подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе новых интересных мастер-классов. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!